принципе, как любой. Ребятушки, привет! И снова я в дороге, в аэропорту. Сегодня лечу в Бари, Италию. Попробую для вас снять видео. На самом деле я лечу на конференцию гидов. Ура, ура! Интересное мероприятие, но постараюсь для вас поснимать. Билет до Бари стоил достаточно недорого, где-то в районе 60 евро. И буду вас информировать, что происходит. Подписывайтесь на мой канал, оставайтесь со мной и, главное, приходите на мои живые экскурсии. Тем более, что после конференции я буду знать и еще больше. Ну что, погнали? Наконец-то погода немножко наладилась. Вчера, конечно, Бари встретил меня проливным дождем, бешеными, извините, таксистами, которые с телефоном в темноте под дождем могут ехать по встречной полосе, но сегодня прям очень все красиво. Бари встречает меня особой неторопливостью, и я, как житель Барселоны, сразу это почувствовала. Прогулка незаметно привела меня в маленький ресторанчик вместе с нашей группой, где я, конечно, не удержалась и попробовала местную булочку с порко-музо, которая дословно переводится как «испачкать мордочку». Честно, это было правдой и абсолютным счастьем. Так как я нахожусь на экскурсии вместе с группой гидов, достаточно тороплюсь и снимаю не как обычно, в спокойной обстановке. Хочу сказать, что Бари когда-то много миллионов лет назад был морским дном. Еще один факт характерный, то что здесь считается, что прямые углы приносит неудачу, здесь скапливается нехорошая энергия. То же самое касается арок, поэтому часто в арках изображают и помещают изображения святых. Вот этот переходик, который мы сейчас прошли, это были стены крепостные между городом и османами. И там даже не работал наушник, который сейчас находится у меня в ухе. Я слушаю экскурсию. Кстати, в домах в старом городе, и чаще всего это планта Баха, нижний этаж, нет окон вообще. Интересный старый город. Эта прекрасная женщина делает пасту, прям сидя на улицах старого города. Анджела. Sì, signora, sì. Grazie mille. Сеньора Анджела очень известный персонаж в Бари. Она делает пасту, сидя на улицах города, и часто появляется на экранах телеканалов, YouTube-каналов и так далее. Но сеньора Анджела такая не единственная. Здесь достаточно много людей, которые лепят пасту. Они живут, чтобы лепить пасту, и лепят пасту, чтобы жить. Прекрасные гиды Бари говорят, что сначала одна хозяйка вышла, и потом за ней последовали все остальные. По поводу арок. Здесь существует такая замечательная история, что в высокую арку заходят рогоносцы. А вот в низкую нормальный человек, поэтому все стремятся зайти в низкую арку. За моей спиной находится крепость 12-13 столетия, которая служила защитным фортом для порта и для Адриатического побережья. При Изабелле Арагонской, не путать с Изабеллой Кастильской, в принципе, они из одного династического дома, но Изабелла Арагонская происходит из неаполитанской ветви. Этот замок превратился в дворец эпохи Возрождения.
Сейчас я нахожусь на площади Базилики Святого Николая, в самом центре старинного Бари. Это важнейший паломнический центр всей Европы и всего мира. Здесь очень почитают Святого Николая, или, как его еще называют, Николая Угодника. Храм построен в XI-XII столетии. То есть храмы, как обычно, по всему миру строились достаточно продолжительное время. Эта базилика поразила меня своей суровой романской простотой снаружи и мягким золотым сиянием внутри. Под массивными каменными сводами чувствуешь редкую глубокую тишину, а пространство наполнено спокойствием и силой. Сейчас я нахожусь в том месте, где находятся мощи Святого Николая. И каждый вообще вздох здесь, каждое место священно. То есть можно обойти вокруг колонны. И так как Святой Николай покровитель также незамужних девиц, я замужем, но я просто вам демонстрирую, что, возможно, это приносит удачу, и девушка выходит замуж. Здесь находится за этой решеточкой мощи Святого Николая. У меня возникло желание прийти сюда еще раз, потому что здесь чувствуется покой и благостное состояние. Когда-то здесь была церковь, а теперь здесь пекарня. Одна из центральных площадей города, где, как правило, проходят всякие тусовки, мероприятия и устанавливают рождественскую елку. А это моя капсула. Отель Мовенпик, 4 звезды. Примерно стоит около 100 евро за ночь. Очень просторно. И, как видите, есть вот это вот место, где можно попить чаек, кофеек. Друзья мои, посмотрите, какая потрясающая штука. Это общественный туалет. Очень красиво. Здесь можно купить много разных сувениров. Город Трани находится на побережье Адриатического моря, примерно 40 с копейками километров от города Бари, и является частью региона Апулия. Был основан в римские времена, но его расцвет приходится на период швабов. Южное барокко существенно отличается от неаполитанского и римского. Южное барокко – это свет, роскошь и та самая мягкая театральность, которая завораживает. И этот кафедральный собор воплощает красоту южного барокко. Его фасад дышит изяществом, внутри пространство раскрывается плавными линиями и золотистыми акцентами и атмосферой тихого величия. В древние времена молились в лесах, в катакомбах, поэтому колонны призваны изобразить и напомнить деревья, а арки и своды – пещеры. Вот такая вот интересная здесь концепция. Удивительный замок Кастель-дель-Монте. За моей спиной находится один из самых загадочных замков Европы – Кастель-дель-Монте. Никто точно не знает ни время его происхождения, ни его предназначения. Во многих местах пишут, что он был построен в 50-е годы 13-го столетия, но на самом деле точной даты и доказательств, что это именно так, не существует. Предположительно, это охотничий домик. По другой версии, это сауна или, можно даже сказать, хамам. А по третьей версии, это место для ритуальных омовений. Очень миленький маленький городочек Полиньяно-а-Маре.
В принципе, как любой прибрежный городок на юге Италии, но здесь делают очень вкусный кофе. Называется кофе с печалью, а на самом деле это кофе с амаретто. Вот это замечательное место. Кстати, оказалось, что на дне кофеечка еще лежит лайм. А это замечательный гид из Авиньона как раз распивает это кофе. Леночка, вкусно? Когда на фасадах оказываются кости и черепа, это церковь-чистилище. Полиньяно Амаре встретил ярким солнцем и белыми стенами своего старого города. Мы с группой прогулялись по центру, вышли к высокому обрыву и смотрели на невероятно синее море. Доминико Модуньо, человек, который пел эту песню. «Volare о, cantare о». Приехали на сыроварню. Если честно, выглядит как мини-фабрика, мини-завод. Наша группа наблюдала, как делают сыр. Это целое шоу. В процессе производства, когда паста из молочного состояния превращается вот в такую вот массу в виде теста, она не должна ломаться, она должна рваться. Получилась вот такая форма. Ну и вот котик на всякий случай пришел, как бы невзначай, вдруг что ему перепадет. Вот котику от доброй Лены все-таки перепало. Не зря он сюда подкрался. Помещение, где хранятся продукты уже готовые, называется грот. Обалдеть. Но более точно можно сказать, что это именно не хранение, а это выдержка. А это место хранения и выдержки сыров. Сыроварня. Выдержка происходит в течение 4-6 месяцев. И каждые 15 дней необходимо продукт промасливать. Вот он как раз процесс промасливания сыра. Ну, весь день находиться в таком запахе тяжело, конечно, поэтому работник находится в специальной маске, чтобы не надышаться. А сколько корова дает молока? Не выдаешь за день, устанет рука. Если честно, то здесь процесс дойки автоматизированный. Корова сама чувствует, когда ей нужно зайти, подоиться, аппарат вымоет ей вымя, и весь процесс проходит достаточно быстро и хорошо. Коровы довольны. Вот, пожалуйста. Получается, что здесь существует очередь из коров. Одна вышла, другая зашла. И они все это знают. И вот она, красавица. А вот здесь живут малышки. Альберабелло – небольшой город в регионе Апулия, прославившийся уникальными домами Трули, традиционными каменными жилищами с конусообразной крышей и белеными стенами. Эти сооружения строились без раствора, на сухую, из известняковых плит, что делает их примерами древней техники сухой кладки. В этом кафе есть свой ритуал. Prima cosa non si mette lo zucchero. Первое правило, туда не кладут сахар. Non si girano. Не надо ничего мешать. Si bevono piano piano. Нужно пить потихонечку, медленно, Cercando di lasciare la panna alla fine. чтобы сливки панна, осталась в самом Perché la конце. panna si succhia alla fine che ti pulisce le Потому cose что gustative. сливки вы будете сосать, втягивать в себя в самом конце.
Это пирожное пастичоты покорило мое сердце здесь, в Италии. Вот такие мои итальянские каникулы. Я прекрасно провела время на юге Италии, но пора возвращаться. В Барселону нет из Бари прямых рейсов, поэтому я решила на 2 ночи заехать в Милан. Там у меня тоже получилась очень интересная поездка. Смотрите продолжение. С вами Галя Карен. Подписывайтесь на мой канал. Это очень важно. Пишите комментарии. И главное, приходите на мои живые экскурсии в Барселоне. Пока-пока.